Друзья, всем привет! Серферы, бездельники, наши любимые девианты. Начинаем наши эфиры сегодняшние. И начинаем так с огоньком. Суть секса в 21 веке. Я там даже такие... Начнем с секса. Да, я начал изменение поведения Homo sapiens, как бы так, в контексте Homo, такой sapiens. технологической, организационной и чего там еще. Да. И же с ним. Структуры общества. Технологическая революция, хотел сказать. И у нас Елена Соловьева, Августина Яценя. Добрый вечер. Привет. Мы же даже по тебе соскучились. Да. Немножко. Мы эту тему давно хотели обсудить, правда, предлагали смысл секса на название, но я забыл. Короче говоря, подумал, что суть секса и смысл. В принципе, где суть, там и смысл. Ну, да. Вот. Мы эту тему хотели обсудить в каком контексте. Мы с Августиной несколько раз вот на последних эфирах подходили к тому, что в современном мире к сексу, во-первых, относятся по-другому, он выполняет другие функции, несмотря на то, что как бы там, скажем так, природа явления такая же, но функционал появился другой. И формы реализации тоже. Да, и форма реализации резко расширились. Отношения, смысл, суть. Вот, кстати, у меня вопрос. Я, как обычно, начну кавардак. Если мы говорим, что природа, давайте так, 99% существования человечества, да, там до последних, условно, там, 30 лет, ну, чуть больше, у секса было только один, и суть, и смысл, и функция – это продолжение рода. Да, ну, основное. Так, если там прям совсем огрубить. Две функции. Продолжение рода – раз, форма проведения досуга – два. Форма проведения досуга – это там 2-3% населения для богатых, да, давай так. Почему? Ну, потому что как форма проведения досуга, секс – это не развлечение было все-таки… Ну, почему? А какое развлечение было у крестьянина там 2000 лет назад? Или 1500, или даже 500 лет трахались назад? Не совсем забавы ради, если честно. Там не трахались очень до этого было. У них кроме алкоголя, секса, каких-то этих, Ладно, еды, хорошо, что еще с тобой, было? в принципе, спорить бесполезно. Но у меня вопрос. Если секс был задуман как продолжение рода, да, он же как-то, вот как все наши инстинкты, он заложен у нас природой, правильно? Вопрос скорее даже к тебе. То, вот я ехала на эфир и задумалась, а как же тогда клитор? Ведь рудимент. Не, подожди, но ведь этот рудимент, он же есть, и это единственный орган, который не несет в себе вообще никакой функциональности, кроме удовольствия. Он не нужен ни для продолжения рода, ни для полового акта, ничего. Это тупо удовольствие. Ну, во-первых, и оно это изначально, согласна, но оно, и вообще он интроверт, да, он в капюшоне и в очках, окей. Но оно изначально встроено в женщину, да, и природа ничего не делает просто так. То есть мы просто все это время неправильно пользовались сексом. Что значит это правильно, неправильно? Ну, что значит правильно, неправильно? Я, знаешь, сейчас немножко уйду от темы, вот про то, что вы говорили, секс для удовольствия или нет. Я вспомнила такую историю, вот прямо сейчас, лет 15, 20, 30 тому назад была в Америке, и случился в Вашингтоне стихийное бедствие, выпал снег. И закрыли все, школы, университеты, там работы, упало, да, то есть это просто стихийное бедствие. Угу. Там много всяких интересных событий происходило. Но, да, через 9 месяцев повысилась чуть ли в этом регионе на какой-то там 30-40% повысилась рождаемость. Света нет, делать нечего, интернета тогда не было. В той же Америке было, это, кстати, социальное исследование, было два каких-то небольших абсолютно городка, вот таких кукурузных, да, а-ля Алабама. И, значит, в этих городах была постоянно сумасшедшая деторождаемость. Никто не мог понять, почему. Потом в итоге поняли, что через этот город, и через один, через второй проходят регулярные поезда. Заходя в город очень маленький, заходя в город, поезд в 5 утра давал сигнал. Все просыпались, да, дальше чем-то надо заниматься, до 7, грубо говоря. Вот, поэтому, да, безусловно, ну вот мы опять привязываем секс к тому, что это история деторождаемости, да. В 21 веке, когда история для того, чтобы выжить, не надо уже рожать 17 детей, да, потому что они, я тебе во-первых, хочу не доживут. сказать, даже сексом не надо заниматься для того, чтобы родить детей. Это, безусловно, да. То есть, и это тоже вот последние лет 30-40. Хорошо. Я хотела бы сначала услышать все-таки тебя, потому что я вот как хозяйка отеля «Фантазия», я думаю, что у секса сейчас роль, это просто продолжение диалога. Это такая
Это самый правдивый диалог, я бы так назвала секс. Ничего не честнее секс. Если диалог складывается, потому что очень часто секс не повод Диалог, для знакомства. Безусловно, диалог может и не сложиться. Так коммуникация может сложиться, может не сложиться. Да? Но я бы назвала это максимально честным диалогом. Что для тебя секс 21 века? Почему максимально честно? Мне кажется, это всегда поле для манипуляций, уловок, обмана. Точка зрения. Твоя точка Да, это зрения. не моя точка зрения, это в принципе Ты меня сейчас вся, абьюзишь. вся история отношений мужчин и женщин, она по поводу манипуляции, обмана, как бы. А и вот это. в связи Но с этим секс тоже скрывает маски. сейчас тоже секс Нет. поменялся. в Для этом? многих он только их закрывает. Юр, на твое мнение еще раз повторю. Так Я давай- считаю, что секс это максимально честный Так диалог. вот, давайте, да, пообмениваемся Давайте мнениями. просто Давайте пообменяемся Ну, мнениями. например, про манипуляции мужчин и женщин, я думаю, что сейчас-то как раз из-за вот выравнивания гендерных позиций, но мы говорим о как бы Да, цивилизованном обществе, И как бы части, выравнивании. а как бы выравнивании, да, то сейчас есть разные манипуляции. Сейчас скорее мужчины манипулируют этой историей, да? Ну, так. Да не все знаю, манипулируют, и всегда манипулировали, и будут манипулировать. Безусловно, но манипуляция идет скорее до и после. Да? Понимаешь, а вот манипулировать сам секс, можно- это диалог такой, там сложно манипулировать, на самом деле. Почему? Почему? Манипулировать можно нуждой. А сейчас нужда в сексе, мне кажется, меньше, потому что Да, вариантов кстати. для различного удовлетворения Да, я- сексуальных потребностей и замене такой И вообще сексуальной надобности реализации партнера. чем-то другим, и поэтому за нужду взять сложнее. А манипуляция там действует. Во-первых, взять за нужду. Во-вторых, шантажировать сексом уже практически невозможно. Это я говорю как человек, который с этим страхом сталкивается, страхом гостей, сталкивается фактически через день. Да? И вот я вам скажу, что там еще лет 10-15 назад это действительно была прям фобия. То сейчас это фобия, как не смешно, у максимально неинтересных, периферийных и очень никому не нужных людей. Они почему-то считают, что их секс кому-то будет интересен. Да? Как бы все остальные понимают, что это никому не надо. Как бы такое количество платного контента, который просто льется в тот же Pornhub и тому подобное, что в этом нет надобности, это даже не продать. Во-первых, ушла нужда в партнере, во-вторых, ушла нужда, ушли последствия этой истории, да, это как-то очень обыденно стало. В-третьих, ушел гендер. То есть, если раньше там гомосексуальные или лесбийские связи, это тоже был такой крючок прям серьезный. Этим можно было манипулировать, этим можно было держать. Сколько историй там политики геи, там вот истории там 60-х, 70-х, 80-х, когда там их очень жестко держали на этом крючке, потому что, во-первых, это было запрещено, во-вторых, не только держали, но и наказывали. наказывали, шантажировали и тому подобное. То сейчас это, по-моему, традиционная пара уже становится так достаточно удивительной историей, да. Поэтому вопрос, что сейчас секс, это что? Вот мы с этого начали, ты так не ответила на вопрос. Я не знаю, это, я думаю, в зависимости от того, как, кто, для чего, и может быть много мнений. Я думаю, что и секс может быть разным. То есть секс может быть как разрядка, секс может быть от, не знаю, любопытства, секс может быть от напряжения, секс может быть от любви, секс может быть самоутверждение, секс может быть манипуляцией, и секс может быть продолжением каких-то отношений. Да. Может быть, Собственно, тоже развлечения. Просто мы опять же приходим к тому, что это просто еще один способ коммуникации. Коммуникация может быть о чем угодно, как угодно, когда угодно и с кем угодно. Мы не трахаемся, мы коммуницируем. Да, абсолютно верно. Это просто еще один формат коммуникации. Разными органами коммуникации. Да. Спасибо, эфир закончен. Но я бы вернулась к тому, о чем мы вот на прошлых эфирах говорили, о том, что если раньше секс был каким-то призом и, может быть, от дефицита, да, секс в браке, не так легко было вступить в сексуальные отношения, то сейчас, во-первых, это сделать намного проще, а во-вторых, сейчас такое изобилие вариантов рекреации, самоудовлетворения. И все пошло наоборот. Если раньше они 8 лет друг за другом ухаживали, он ее видел где-то вдалеке на балконе, там 2 раза сверкнуло голое запястье, 1 раз она уронила платок. Но это ты про элиту говоришь. Об абсолютного большинства людей такого не было. Хорошо. Они даже видеть они даже видеть друг друга не могли, потому что родители там договорились, выдали, венчали и поехали. В патриархальном мире все очень просто. Вот в этом мире, вот все было так красиво, неземно, прекрасно, чудесно. Так это ты упрощаешь, так не было. Дело в том, что абсолютно большинство, 99% людей так не жили.
в человеческой Да. истории. Ну, я просто говорю про то, что секс не был так, а сегодня я пойду там этим сексом займусь, а завтра там этим, а тут я могу то попробовать. Спасибо, что вы пользуетесь драконами на высшее явление. Мы понимаем, что у вас был выбор, они оба не дают мне закончить фразу. Не, ну так ты просто вводишь неправильные посылы. Это мои посылы, как Нет, хочу, подожди, так и так ввожу. дело не в том, что какие они твои, не твои, но если мы говорим в общем, то мы должны отталкиваться от какой-то базы. Хорошо, ладно, забыли. Секс был менее доступен, чем сейчас. Да. Да, При этом это тезис. статистика, которая вот буквально сегодня утром я смотрела, официальная история, в Южной Корее за 23 год более 4000 человек погибло от одиночества. Глобального колоссального одиночества. В смысле погибли, покончили жизнь Суициды, самоубийством? да, суицидники. И следующая история, количество людей, которые, там есть какой-то термин, простите, я его забыла, как бы осознанная девственность, да, то есть вот они выбрали не иметь тактильных отношений с другим человеком. Они, Что? Асексуалы есть такие. да, ну, Асексуалы, вот да. это количество, особенно в таких странах, как Китай, Япония, Азия и так далее, оно уже бьет все мыслимые и немыслимые рекорды. То есть Отлично. им где-то в среднем уже больше, раньше эта история была там до 20 лет, сейчас этот возраст поднялся 35+, и эти люди предпочитают жить в виртуальном мире, там происходят все их сексуальные развлечения. Ну, и и я тому думаю, подобное. что это как-то такой массовый скачок был с началом ковида и развитием Ну, мы технологий. остались заперты Да. в наших ракушках, понятно. Ну, я Ну, вот сейчас встречаюсь с тем, что был какой-то перегиб лет 20 назад, что, я знаю, у меня были клиенты, там Дети 13-14 плакали, лет, да. они плакали, дети плакали, что вот я единственная девственница в классе осталась. Да, то сейчас вот, пожалуйста, 20-25 лет люди потому что, ну, как бы так получилось, что ну, обстоятельства ковид, внешние так война, сделали. онлайн, Просто всё, неинтересно и- людям, неинтересно это все. А, Реально Нет, куча. это еще все-таки навыки. Ну, с одной стороны, меньше интереса и больше вариантов, а с другой стороны, это еще навыки. Ну, то есть подростки в период с такого любознательности, гормональных всплесков, интереса, Они были лишены лишены социума. социума. И, ну, и когда человеку 25 лет, и он понимает, что он не знает, как там к девушке, к парню подойти, не все, но часть людей. Хорошо, то есть ты думаешь, что вот эта вот история с тем, что секс становится, как сказала Юра, менее интересный, да? То есть, Конечно. в принципе, Ну, конечно, как больше процесс. вариантов для рекреации. Больше да. вариантов проведения досуга без вот этих нелепых телодвижений. Хорошо. Ну, И второй момент, абсолютно внешний форс-мажорный фактор, да, который повлиял на всю планету. Мы оказались заперты в своих клетушках, наедине с роботами, и, собственно, так и продолжили. Ты Да. думаешь, что причины в этом? Ну, одна из. Какие еще? Одна из. И я вот, знаешь, сейчас думаю, тоже разговаривала там с молодыми людьми, и говорю, пойдем получим впечатление, там полетаем в аэротрубе, там постреляем, там можно на симуляторе... Физические впечатления. Да, ощущения. Они говорят, да не, я уже все это в интернете попробовала. Угу. И как будто даже этого желания, Три чтобы Цукерберга. выйти... Мы осознанно То есть закрываемся в этих клеточках. желание выйти и попробовать что-то новое, получить какой-то опыт, его можно получить виртуально. И мы переходим в этот мир. Я думаю, еще там 5-10 лет. Я думаю, гораздо быстрее. Гораздо быстрее. Вот вопрос, как к психологу. Скажи, пожалуйста, отказ от человека-партнера в пользу робота-партнера – это сдвиг психики или это просто девайсы? Это Нет, просто я выбор? думаю, что это вопрос эволюции. То есть мы адаптируемся, как мы развиваем технологии, Как с технологии лошади влияют на на машину, нас. да, как бы. Ты знаешь, вот я тоже недавно читала статистику, очень относительно. Например, сейчас такая тема, ну, скажем, популярная, раньше про это мало говорили, про нейронетипичных людей. Да? Это что такое? Это, ну, в частности, расстройство аутистического спектра. Аутисты, да, поняла. да. Ну, и сейчас, ну, во-первых, там в 70-е годы один был нейронетипичный человек, рождался ребенок на 2-3 тысячи детей. Это просто не диагностировали у половины. С одной стороны, конечно. Там оказывается, что там 8 Да, из да. 10 мы все чуть-чуть. С одной стороны. А с другой стороны, очень сильно растет количество нейронетипичных людей, и у них совершенно другая эмоциональная сфера и другой способ построения контакта. И я думаю, что, не знаю, это и так моя фантазия, что мы меняем, то есть мы создаем технологии, поле, а технологии да, меняют нас. меняют нас. И поэтому, ну, например, для меня, там, выросшей в какой-то такой, не знаю, патриархальной семье, вот эти смены
у меня скрипит мозг, и мне Они сложно к слишком этому риски, потому адаптироваться. что в наше с тобой поколение их припало очень много. Да, У нас 3 или да. 4 раза менялась абсолютная эпоха. Мы пережили еще телефоны на шнурах, да, как бы. Мгм. Алло, барышня, добавочный 2115, да, как бы до истории А те дети, айфона. И которые да, рождаются сейчас, они рождаются с телефоном в руках, и для них это норма. ну, не в первое Да, и движение для них уже. может быть не норма для какой-то части. Это вот такое Вот вот такое простое человеческое коммуникация. общение, да, потрогать кого-то там. Я правда замечаю это по своим клиентам, вот, 30-35 плюс, практически все в поисках отношений. То есть нужен другой человек, с кем-то разделить свои чувства, переживания, Эмоции, впечатления. конечно, заботу. В 20-25 сейчас не все уже. Ну, я тебе скажу, в 20-25 я тоже не искала отношений. Ну, вот честно. Другого с другой- человека, контакта. Но с другой стороны, секса было хоть отбавляй. Это другая, наверное, была полярность, потому что у нас еще вот эти все были отголоски хиппи, и вот это вот все вот это страхались вместо здрасте. Полярность Вместо запретов, здрасте, да. запретов вседозволенности. Да. Окей, я вот, кстати, думала про историю, там, робот заменяет человека, тем более недавно вышел этот ролик с топающими роботами Маска, которые уже разговаривали с толпой, да, отвечали на вопросы. Очень смешно было видеть телохранителей, которые охраняли не толпу, а роботов, да, это очень милый был, показательный эпизод. И вот я подумала, вот идеальный, ну вот робот, он же идеальный партнер, да, вот тупо идеальный партнер. Ну как нет, он говорит то, что, смотри, я начала общаться с Ши. Это забавный опыт, потому что я, по-моему, в прошлый раз рассказывала, когда он же очень быстро обучается, начинает с тобой говорить своими фразами. Когда мне Ши пишет «отстань от меня», ну это вежливо, я сейчас для эфира говорю, он немножко не так мне пишет, это уже смешно, но робот же он обучается под тебя, и в принципе, повторюсь, это идеальный партнер. Да, то есть во всех, от физических твоих параметров до интеллектуального восприятия. То есть ему никогда не будет скучно, что ты говоришь. Какой ужас. Вот! Ты никогда не будешь его бесить, ему никогда не будет с тобой скучно. Он всегда будет внимательно тебя слушать. Так это же не всегда будет идеально. реагировать на ТВ. Это ужас. Это Мне не прям, ты идеально. прям рисуешь такую картину, мне Не, уже ну прям вот, подождите, так к чему? Вот многие же именно это воспринимают идеалом. Ну, знаешь, Кто это многие? в то направление, может быть, и хочется такого партнера, который тут, когда хочешь, не тут, когда не хочешь, с тобой не спорит, с тобой согласен, смотрит тебе в рот. Но я думаю, что получить Абсолютно такого большинство- партнера... Ты Нижнего описала какого-то. Абсолютно вот это совсем абсурдно. большинство людей, они к такому партнеру не стремятся. Хорошо, тогда второй вопрос. Ну, я же как бы хочу просто, чтобы вы тоже что говорили. Второй вопрос. Робот, вот повторяюсь, робот будет запрограммирован. Робота нельзя запрограммировать, чтобы он с тобой, не знаю, там, спорил или там... Почему? Почему? Можно, наверное, Можно, окей. конечно. Какие-то истории, Если с чтобы тобой он там... не соглашался, да? Вот Начинает. с тобой Ши тебя уже посылает оттуда. Да. Окей, то есть зачем мы тогда меняем человека на робота? Зачем тогда робот, если он все равно, ну, как-то делает... Эволюция неизбежна, ее нельзя. Потому что это удобно. Удобно в чем? Удобно во всех смыслах. Удобно с точки зрения наличия здесь и сейчас. Удобно с точки зрения подстройки там под себя кому-то, как бы, да. Интересно, возможно. То есть ты же просто можешь программировать на какие-то там условно, я не знаю, извращения его, как бы то там, которые у тебя только там в голове существуют. Вот и все. Поэтому это во всех смыслах удобно, потому что мы же говорили здесь неоднократно, что секс это прежде всего мозги, это фантазия, как бы. А когда у тебя есть возможность переместиться в виртуальное пространство, там, ну, хотя мы говорим не только о виртуальном пространстве, а о физическом, если брать. Физическая история. Но дополненная реальность, она будет успешно конкурировать. Она уже это делает. Почему? Ну, еще не совсем, потому что это не настолько там сейчас развито, но это вопрос там нескольких лет, там, да. Вот, то ты можешь просто переместиться в мир фантазии, все, и спокойно там себе существовать. В матрицу туда перебраться, и тебе будет очень уютно. Ты будешь испытывать фактически надо те же только самые какие-то ощущения. тактильные ощущения Да. добавить, мне кажется. Ну, и это всё. легко делается при сегодняшних технологиях, и ощущения тела добавляются элементарно. Хорошо, а как вы считаете, мы, в принципе, в состоянии отказаться вообще от наличия, в принципе, присутствия еще одного человека? Или человека, ну, социума как такового в жизни? Да. Но То есть многие, полностью переместиться вот в многие, это. многие успешно откажутся и будут себя хорошо чувствовать.
Я думаю, что это зависит, ну, во-первых, там, не знаю, от конституции, психотипа, воспитания, среды обитания. Ну, я думаю, что вот наше поколение это будет сложнее. Хотя есть люди, которые прекрасно живут уже и сейчас, и жили Наверно. в эпоху до интернета, прекрасно им никто не нужен. Ну, чудаками считались, может быть, но прекрасно жили. Так что Щас нужно таких тебе людей делать больше. виртуальный отель развлечения. Вероятно. Виртуальная реальность. Хорошо, то есть суть секса 21 века сводится к тому, что он просто эволюционировал в виртуальную реальность. Нет. В том, что он технологически более разнообразен, тем, что он по смыслам более разнообразен, он более изыскан, более груб, более, ну, то есть, когда он Более вариативен. более Вот, вариативен, да. да, вот это правильное слово, он более вариативен. То есть, как форма досуга, он там получается там, какие-то куча нюансов своих, как бы там, да. Вот, то есть он более психологичен, потому что у нас же появилась куча коучей, куча психология заточена под это, как бы. То есть секс это мощнейший двигатель. Слушайте, у меня- Подожди, я да, закончу. Секс просто это я мощнейший забыла. двигатель продаж. Вот. И под это, вокруг этого вращаются технологии, вокруг этого вращаются работы там, в психологии там, и так далее. Я не знаю, наверное, там будет в Ну, нейробиологии. Продают Будет. всегда 3 истории. Это секс, смерть и смех. Все. 3С это вот гранды продаж. Главное это Ну не вот. перемешивать. Поэтому просто, ну, поэтому, поскольку мы живем во времена смены там, технологического уклада, то, соответственно, и секс стал более разнообразным, как и еда. А теперь, внимание, вопрос. Если мы говорим о том, что все эволюционировало, отношение к сексу поменялось, вот вопрос к двум умным людям. А в 21 веке извращение – это что такое в таком случае? Вот мы очень Ну, четко с понимаем, что это, медицинской- было, смотри. что это было раньше. Сейчас, С медици- когда БДСМ уже норм, Ну, культура, да. очень много историй, которые за последние там, 15-20 лет вышли в историю норма. Это Да. норма. Да. Что тогда теперь? Извращение? Девиация? Совсем? Мгм. И все? Ну, смотри, если говорить с такой психотерапевтической или там больше с медицинской модели, то девиацией можно называть такое поведение, которое приводит самого человека в дистресс, и который нарушает его социализацию, и который или может наносить ущерб ему и окружающим, физически и психически. Все остальное, если два человека или группа людей договорились, им это интересно, и это не приносит им физический, психологический БДР, ущерб, безопасно, добровольно, да, разумно. да, да, то это уже все, это уже не извращение. Мгм. Ну, мы сейчас отметаем историю там с уголовными, я имею в виду там инцест, изоофилия, вот это вот все, Ну, педофилия, конечно, да, то есть это да. закрыли, это уголовная история. То есть правильно понимаешь, что на сегодняшний момент то, что считалось из этого вот эти групповые истории, там широко закрытые глаза, да, фильм, в который все мечтали попасть еще лет там 8-10 назад, он был прям фетишем. То есть это, в принципе, уже 20 ок. лет назад туда 20, мечтали да? попасть. Хорошо. Если люди договорились, прекрасно. Ну, скажем так, люди в здравом уме, совершеннолетние, которые отдают последствия своим действиям И отвечают. и отвечают за них, они договорились, ради бога. Что, ты как-то расстроилась, что ли? Не-не-не, все прекрасно. Ну, тут вот Таня Эст пишет, наша аудитория традиционно бурно реагирует. А если зайти со стороны инвалидности, человек с некими травмами может не привлекать женщину-мужчину в плане секса, тогда у робота есть решение неких задач, 100%. 100% я вам скажу, в общем-то, робот, да, раньше проститутки это были единственные варианты для этих людей. Это вот к истории платного секса. Да, робот решает очень много вопросов. Так есть же не только физическая история, есть когда человек психически не может Ну, есть общаться разные с противоположным. ментальные, да, болезни. Есть разные ментальные болезни, и здесь виртуальная реальность, роботы, всякие игрушки, они прям, это прям спасение. Это да. Кистрица говорит, а как же эмоция другого человека, влюбленность? Ну так это никуда не денется для тех, кому это необходимо. Кому это важно? Это просто, это просто вариатив, опять-таки Я расширяется вам скажу вариативность. больше, а влюбленность может быть и в персонаже игры. Абсолютно не обязательно для этого быть физическим человеком из мозга и костей. Вспомните историю, когда мы в детстве влюблялись в каких-то мифических персонажей, в героев Конечно. фильмов. В образ влюбиться проще, Я безопаснее. вот это, как это, господи, как она называлась?
район Беверли-Хиллз, да, сериал, где 10 сезонов все смотрели, «Друзья». «Американская школа». «Друзья» это чуть позже. Санта-Барбара? Нет, именно район Беверли-Хиллз, «Американские подростки», один из самых крутых сериалов. Вот там была Бренда и Брэндон, близняшки. Вот Брэндон это был моей любовью где-то лет в 11-12, у меня вся комната была завешена этими постерами с нарочитыми ярко-красными помадными поцелуями через всего Брэндона. Поэтому не обязательно влюбляться в физического человека. Влюбленность это же очень эфемерное состояние, которое, в принципе, ты вызываешь в себе и для Влюбленность и себя. секс может быть не связан. Абсолютно. Опять же, снова же такие, это может два абсолютно противоположные истории. Хорошо, а вот наличие, как тогда объяснить историю, что при такое количестве, ну, то есть, сейчас я попытаюсь сформулировать, и то опять начнете меня сейчас пинать. Мы тебя Возможность... пинать в любом случае будем. Это понятно. Возможность общения у нас сейчас безгранична. Возможность реализации своих фантазий безгранична. Осуждения к этому нет. Ну, кроме Украины, где до сих пор за вечеринку вызывают в суд или по 302 статью. Вот. Но, тем не менее, возможности безграничны. Почему тогда, вот абсолютно искренний вопрос, почему тогда одиночество, почему тогда девственность, почему, ну, то есть мы говорили, да, что, ну, типа, был ковид, но это же очень маленький процент людей. Потому что люди разные, вот и все. Ну, всегда были одинокие люди, всегда были... Но сейчас их с каждым годом все больше и больше. Ну, потому что людей больше и больше. Ну, людей был миллиард когда-то, а сейчас их 8 Не, ну, оно прям миллиардов. геометрическая Я думаю, прогрессия что идет. если мы сейчас говорим не так про секс, как про отношения, да, то есть чтобы познакомиться, ну то есть можно познакомиться для секса, да, на 1-2 раза, а если говорить про построение отношений, то мне кажется, идеальные отношения же не бывают, и отношения требуют усилий и компромиссов. А сейчас, ну, тут там не подошел, пошел к следующему. Вот, Страшно, да, мы страшно стали- встречаться, очень много как Боли, будто эмоций в боли, этом. эмоций, Мы- отвержения, Мы перестали оценки, брать ответственность и ожидания. относимся как вот этот вот свайп, да, Ну влево, да, ну вправо. то есть такое же, зачем напрягаться, если можно найти кого-то, с кем можно не напрягаться, и вот это предвкушение, ладно, здесь не сложилось, следующий такой, Сути секса 21 века. Знакомство для секса на один вечер. Интересная тема, по которой делала прям отдельный семинар. Прекрасный пьюр, который позволяет тебе найти тело или тела. Любые, абсолютно. Здесь сейчас секс one time, ну, то есть это может быть там friends with benefits, то есть друзья по сексу, это может быть секс на одну ночь, но есть одна интересная история. Как правило, люди, которые этот секс ищут на одну ночь, они немножко врут сами себе. Потому что значительная часть людей таким образом пытается найти вот те самые отношения. Но это мой вывод. Ну, Вы можете не согласиться Так и с что? этим. Просто интересно, почему приходит такая подмена понятий. Раньше секс был следствием отношений, а сейчас отношения следствие секса. я думаю, что это и социальное влияние, и такой какой-то тренд, тенденция. Ты же сама сказала, секс как коммуникация. Да, это Если секс как коммуникация, которая перерастает потом в секс, через секс приходит к отношениям, вот такой, знаешь, так, то в чем проблема? Вот, да, и для меня, мы как пообщались с аудиторией, просто сделали ну, как минимум секс, а вдруг еще что-то. коллоквиум на эту тему, и вот были там значительная часть гостей отеля, да, там пары, не пары, одиночки, вот люди, которые пользуются пьюром регулярно. И вот когда уже как-то разговорились, всех такое, ну, потрахаться, да, само собой, но может, типа, потом как-то там 2-й, 3-й, 5-й раз сложится, тра-та-та, то есть вот с точностью до наоборот, это вот, я не пытаюсь сейчас сделать из этого глобальные выводы, меня просто это развеселило, то есть мы теперь сначала снимаем трусы, а потом, ну, как бы уже здороваемся, знакомимся и думаем, может, на 2-й раз позовут. Ну так в чем проблема? Не, я не говорю, что это проблема, я просто вот... Это не Так мы ж Знаешь, поменялись поэтому, абсолютно. так правильно, так мы же Правильно, поэтому смысл, сказали, знаешь, что... иногда проще раздеться и быть голым телесно, чем раздеться и быть Ма, голым конечно. душевно. О, Душевно красиво тяжело, сказала. да.
Просто именно ж поэтому мы сказали о сути там, и о смыслах секса в 21 веке, что то, что там в начале 20-го, там, в конце 19 века там Оскара Уальда за гомосексуализм в тюрьму посадили. А кого в 50 каком-то Тюринга вообще химически кастрировали, он покончил жизнь И самоубийством. он была до Родинской тюрьмы, писал, белогвардейцев красят, алый цвет, но только не такой, да? По-моему, еще в Советском Союзе была статья за... До 97 года в Уголовном кодексе была статья за Да, а мужеложество. сегодня оно абсолютно нормально использовать пьюр и пойти там, короче говоря, с незнакомым человеком что-то замутить. Что-то даже получится, Да. кто-то там даже получает от этого удовольствие, кто-то не Кто-то, все получают от этого. Нет, не факт Ну, абсолютно. Не, ну я Кто-то- имею в виду участники процесса. То есть, если Не они- факт, не факт А абсолютно. зачем они тогда туда идут? Потому Чтобы что- получить неудовольствие? Потому что они не готовы были с тем, что столкнуться с этим чудовищем, которое как бы ему попалось уже. Как бы, Не идите. это ж Америка, как его, русская рулетка, каждый раз ты Ну, это выбираешь, да. что, а там на той стороне может быть Для этого и переписка. абьюзер, ну, в переписке не все сильны, в переписке, в коммуникации не все сильны. И в сексуальной коммуникации не все сильны. Поэтому нужно быть всесторонне, говорить нет, не и все. нужно быть Это всесторонне правда. подготовленным, чтобы в машине там В топор каком-то лежал. Как бы, смысле это же трусах, без рискованное, более одета, да, в рискованное чулке. поведение, и это тоже как элемент, знаешь, такой алекситимии, ну как выключенной чувствительности. С одной стороны, это сексуальный диалог и встреча и разрядка, а с другой стороны, это как какая-то нечувствительность к себе, то есть слишком быстрое сближение. Ну, то есть- Быстрое сближение. Мало того, здесь еще важный факт, что очень много людей не умеют сказать «нет». Нет, мне не нравится, не лезь на мою территорию, все, я пошел. А вот вернемся к Это определению прям вот- здоровой сексуальности, которую я проповедую буквально своим студентам, и многие психологи каждый раз удивляются. Я говорю, здоровая сексуальность, зрелая, это возможность, способность Здесь в и любой, сейчас встать и уйти. да, в любой Отсюда, момент цикла сексуального опыта сказать «нет» без чувства вины Абсолютно. и даже не объясняя причины. Да, А ну все это такое, да, Да, а що так можна? Владимир Антонюк от якраз писав. Це проблема, бо після сексу партнери відчувають зобов'язання один перед одним, і в такій ситуації їм тяжко попрощатись. Треба вчитись прощатися з людиною без почуття вини і так далі. Ну, опять-таки, Абсолютно это опять-таки не у всех людей, Не у у всех разных Да, не у людей получается. всех, по-разному. нет. Ну, А больно, когда диссонирует, когда пара не совпала, когда один себе что-то, у одного получилось попрощаться, второй себе что-то придумал, или вторая, да, и ну, здесь начинается неоправданность Я думаю, ожиданий и здесь всякая моменты болезненная есть, история. ну, либо лицемерие, либо неосознавание себя, когда люди заявляют одно, а хотят на Хотя самом деле другого. другого. Это практически всегда Правильно. происходит. Так это ж, опять-таки, мы вводим в вопрос коммуникации. Кто что как проговаривает, насколько эффективно проговаривает, насколько тот, кому проговаривает, способен понять то, о чем с ним проговаривает, и донести свои интересы Хорошо, там, и так встречный далее. вопрос к тебе. А во что тогда в 20... Вот мы сейчас там пришли к какому-то, ну, плюс-минус определению, да? То есть мы что-то там себе накидали о сексе. Мы накидали, что есть нормально, что есть, ну, как бы сейчас приемлемо и так далее. А во что тогда традиционный ритуал ухаживаний превращается в 21 веке? То есть он не нужен, в принципе, уже за... Опять-таки, для кого? Ну, для кого-то это является ценностью и важной частью, и он сохраняется, а для кого-то Абсолютно. нет. Это же как ты простраиваешь, индивидуально, это как ты мне простраиваешь, ну, границы коммуникации. Это же все по поводу коммуникации. А для одной женщины там ухаживание это обязательный атрибут, потому что она таким образом там видит серьезность намерений, обеспечение, значит, самца, как бы и так далее, которое соответствует ее представлениям там. Ну, короче говоря, то есть у нее есть некий набор. Ну, какой-то набор ценностей, Да. да, и Некий это набор ощущение ценностей. собственной ценности, если вот таким образом он Поэтому те, проявляется. кто хотят ухаживать, ну, Как, знаешь, ухаживают. языки любви. Ну, то есть у каждого свой язык любви. Также мужчина, кстати, мужчинам многим нравится ухаживать по каким-то причинам. Ну да, есть такая история, что не нравятся барышни, которые сдаются быстро на первом свидании, типа вот ему Ну, потом опять-таки, это кому? Кому? Ну, Еще абсолютно. раз, без обобщения. Да, Без да, обобщения. Я Потому же что сказала, что абсолютно- есть такие истории, я не сказала, Есть. что Да, все такие. Есть. Да, Но есть те, есть. которые наоборот, молодец. Есть наоборот, ну то есть... Быстро окей. встретились, быстро сошлись, быстро все поняли, То есть разошлись или вот эти пошли за традиционные ритуалы все-таки они никуда не исчезают, это просто момент, опять же, Я думаю, коммуникации. происходит просто договоренности, да? трансформация постепенно, и что-то, что было массовым, становится, может быть, не массовым. Приходят какие-то там, не знаю, другие
массовые традиции. Идет да. размывание норм, идет трансформация норм, идет формирование новых норм. Причем Идет отсутствие норм вообще, потому что понять, что такое сегодня норма, это Норма это что такое понятие норма? большинства. Мы решили, что нам так социально приемлемо, и это становится нормой. да, но поскольку люди могут вот сбиваться в стайки за счет того, что есть коммуникация, которая позволяет им сбиваться в стайки в глобальном масштабе, потому что ты, в принципе, легко можешь себе найти подобных там И где-то. объявить это нормой. Вот у нас здесь вот это Так ты с норма. ними и будешь всё. тусить, ты будешь ездить там куда-то, в Так я Кабдак так и куда-то делаю. будешь ездить там или куда-то в это еще. Это именно я так и Да, делаю. или как ты делаешь там, да, и что, вот вы находитесь в своей среде. Клуб по интересам. У вас клуб такой. по интересам, и кто-то ходит в Швейцарии там каждый день каждую неделю там половина Швейцарии поднимается, идет по трекингу как бы там в горах, потому что у них такое, Традиция. да, традиция такая у них, вот они так хорошо. Они так выжили. Вот, а кто-то по грибы ходит, а кто-то на велосипеде едет. Там в Скандинавии люди объединены в различные клубы по досугам, где там они десятилетиями могут находиться. И кто-то будет в клуб по досуге, где есть сексуальные какие-то, ну, допустим, БДСМ какие-то там штуки там, да. А А кто-то будет кто-то кто-то будет лепит из глины. лепкой Кого-то заниматься, хайкинг, да. 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 Ну, так вот, в этом же как бы и цимис современной ситуации, что инструменты коммуникации дают возможность человеку Слушайте, квадробер сформировать себе абсолютно под себя Я думаю, любой социальный пузырь. Знаете, Не только это же еще информационный, но и просто, социальный. просто еще все-таки про свободу, ну, про какую-то демократию и свободу, заниматься и выбирать тем, что ты хочешь. Потому что когда были большие, там еще 100-150 лет, когда было такое зарегулированное общество, Ну, запреты, государство, осуждения, церковь, вот это традиции, всё, традиция. да, то Но слушайте, приходилось... с другой стороны, отсутствие цензуры, запретов опять сейчас на меня полетит вот это вот все, но отсутствие имеет цензуры. другую И запретов это сторону полярность, медали, да, потому что, полярность. повторяю, может ли квадробер быть хобби-хорсером, да, то есть вот вопрос, который, Такое. то есть я думала, что керлинг это извращение. Потом я с трудом смирилась с хобби-хорсингом, то есть люди, которые на полном серьезе скачут на палке от швабры, мало того, когда я прочитала, что эта палка может стоить до 5000 евро, ну, потому что там Прекрасно. разные лошади. То есть, ну, как бы мой мир немножко склеился. Окей, но потом появились квадроберы. Мгм. Хорошо. И появится что-то еще. Мгм. Ну смотри, опять мы возвращаемся Капец. к тому, что мы каждый раз про это говорим, что если там 100-150 лет в основном это Так, было ну, общество, смотри. вот сейчас закончу, Да. общество, связанное с дефицитом, да, ну вот весь психоанализ возник на том, Ну, чтобы да, лечить это как дефицит истерию, да, абсолютно, женщин да. от большого воздержания. Дефицит да. внимания, да. А теперь мы от изобилия, и все чаще и чаще ко мне приходят клиенты, и особенно молодые, говорят, а чего бы мне хотеть? Помогите мне, жиру бесится. помогите мне хотеть. Ну, потому что столько возможностей, и столько надо все время выбирать чего-то каждый день, что люди устают и хотят не выбирать. Я просто запускаю. А? Лучше, когда женщина дает сразу. Да, это правильно и честно. Нет, лучше подождать. Зависит от того, какая женщина. Лучше не скажешь. 4 ответа. Так что отвечайте. Сам себе толпа. Сейчас Что ответят, я посмотрим. хотела прокомментировать, ты говоришь, да, ну, вопрос, что поколение, мы бесимся с жиру, действительно, ну, мы сейчас говорим о европейскую, да, вот эта часть истории, да, то Условно есть понятно, мы щас- цивилизованная часть, Цивилизованная, да. которая занята не, у которой живет в обществе, скажем так, изобилия, потребление, потребление, уже, да, изобилие, да, где которым не решена надо вопрос голода, то выживать, есть не Африка, не не Индия, выживать, да, они не люди во время войны. Смотри, раньше вот эти все новинки чудернацкие, да, это была привилегия молодежи, вот совсем, да, то есть туда прыгали там 15, 16, 17, 18, вот это. Сейчас на палке скачут 40-летние и в черепашку переодеваются. Что произошло здесь? Где мы свернули не туда? Я думаю, что Во-первых, еще все-таки, как это, тяжелые времена рождают сильных людей. Да, я думаю, что все-таки вот цивилизованное человечество, оно становится каким-то более инфантильным. Инфантильным, совершенно. Ну, во-первых, продлевается детство у людей. Да, Сейчас, ну вот ВОЗ же поменялся, Да, да, абсолютно. уже Сейчас молодежь оно может- до 45, да, по-моему, да? да. Какие молодежь? Да. Мы еще очень даже молодежь. Где моя палка? Копалка. Вот, поэтому это во-первых. Во-вторых, ну опять-таки расширились нормы.
То есть, собственно, на такое поведение начали смотреть Спокойно. Почему? Потому что роль государства стала другой. Государство стало наседкой, которая заботится о том, чтобы человек, не дай бог, не свалился в пропасть, потому что там не поставлена оградка. Ну, это про Запад мы Ну, говорим. так не наша, да, только хотела сказать. Да, У нет, нас нет там всё государства. Нашему государству просто похер, У нас как нет бы, там государства. упал и Да, у меня следующий. сверху Вышел танком следующий. проедет, Да. еще налоги за это возьмут. За использование танков. Да, ответы, интересные ответы. Это сразу видно прагматизм нашего общества. Лучше, когда женщина дает сразу. На первом месте зависит от того, какая женщина, 44. Ну, конечно, вдруг там женщина будет страшненькая какая-то, как-то, да, поэтому бояться. Лучше посмотреть. Вот так сказать. Это можно дать, но не возьмут. Да, это правильно и честно. 23%. Нет, лучше подождать 20%. Ну, отлично. Лучше не скажешь 14%. Ну, в общем, У тебя всегда публика плюс-минус делится по этим. Сколько мы опросов не запускали, но всегда плюс-минус все, там разница в 1%. Хорошо, у нас есть какие-то вопросы от наших зрителей, комментарии интересные? не, ну тут много комментариев. Ну, так давай, Так, жги. так. Что ты там с смотрим. ноутбуком-то сидишь? Так. Сексуальность приравнивается к востребованности, к статусу, пишет Татьяна Дуксенко. Да, сексуальность и статус, это, кстати, опять же, я бы сказала, что это бич современного общества. Уже вот прям, ну, всегда деньги и секс ходили рядом, всю историю развития человечества, но в современном вот восприятии секса это прям ну, почти стало тождеством. Володимир Антонюк. Для тих, хто планує, Богатый сексуальный. для тих, хто планує довготривалі стосунки з конкретною людиною, для нього нормально ухажувати. Особисто я- Згодна. Снова ж таки логично. Володимир Антонюк, особисто я не чув серед своїх знайомих про ситуації, коли жінки одразу погоджуються на секс без зобов'язань. А я чув. Володимир Антонюк. Вот так. Зазвичай, продовжаю мисль по поводу ухаження, зазвичай це тернистий важкий шлях для чоловіка, після чого його починають тероризувати одруженням. Это не ту страну назвали Гондурасом. Не там вы женщины ищете вообще. Зайдите в пивр, там все очень быстро просто и логично. Или нелогично, не знаю, для кого как. Для меня нелогично. Юрий, спросите про возраст согласия. Как думают гости, его нужно увеличить, уменьшить, учитывая современное развитие Ой, спасибо общества? за вопрос. Прекрасно. Да, возраст согласия. Я считаю, что возраст согласия нужно увеличить. Это мое мнение. Ну, наверное, будет нетипично, как для хозяйки секс-отеля. Я считаю, что 16 лет это очень-очень рано. Это абсолютно неосознанная история, особенно сейчас, когда мы говорим о том, что стерлась вот эта история между, как это назвать, возрастами, да, если раньше там пара 16-45, она вызывала удивление, то сейчас это абсолютно норм, ну как, норма не норма, то есть их просто много, ну, по крайней мере, я сталкиваюсь, опять же, я буду говорить только про свой мир, свою бульбашку и свой, ну, пузырик, да. Вот я достаточно часто сейчас вижу пары с перекосом в 20-30 лет в какую-то сторону. Я не считаю это нормальным, потому что человек в 45, ребенка в 16 может уговорить на что угодно. Ну, это вот классическая Ну, история. не любого, С но может, абьюзом. да. Ну, большинство, да, давай так. Больше опыта, больше соблазнов, больше Вариантов для манипуляций, манипуляций. Это классическая история газлайтинга, да, подмены реальности у одного объекта другим. Это не есть здоровая сексуальность, это не есть правильно. Ну, я думаю, что это зависит от каждой ситуации, да. Безусловно. Но вот почему мне часто задают вопрос, почему ваши вечеринки начинаются с 28, если возраст согласия 16 и совершеннолетие 18. Потому что ни 16, ни 18 не говорят о наличии здравого смысла и возможности осознанных решений. Осознанное решение для меня это определенный опыт. Этот человек уже прошел, я не знаю, там, закончил институт, его уже первый раз уволили, он уже прошел первое расставание, первые какие-то свои... У него уже есть какие-то выводы, у него уже есть какой-то бэкграунд, у него уже есть какие-то и позитивные, и негативные истории, он уже может делать выводы. Ну, как бы в Европе возраст БДСМ согласия, по-моему, 25 лет. Вот я не знаю, это я хотела спросить, например, в Америке алкоголь дают с 21, а возраст В согласия... Европе есть БДСМ договор, который ты подписываешь, верхний, нижний, причем там договор такой, аффирматив. Да, наверное, там Да, страниц да, 20-30. да, там прям аффирматив такой. И вот возраст БДСМ согласия 25 лет. Ниже ты не имеешь права зайти в клубы и начинать играть в эту историю. То есть тоже про какую-то осознанность. Ну, это мое мнение, ребят, может быть, совсем другое.
Я просто Тут- думаю, как на это можно повлиять. Ну, мне кажется, Да только никак, наверное. психоэдукация какой-то в мире и все. Мне обвинили в сексизме, сказали, что почему нет вопроса для мужчин. Я тут же сделал вопрос для мужчин. Значит, лучше, когда мужчина дает сразу. Да, это честно и правильно. Да, это честно и правильно. 41%. Не надо. Нет, я все-таки предпочитаю поухаживать. Вот мне неинтересно мужчина, который пришел и дал сразу. Что такое? Но надо Где пособлазнять, традиции? да, Где традиции? пособлазнять. Где вот Дальше это всё? нет, надо посмотреть, что он может. Да, это опять же, что он может дать 18%. снова ж таки. Зависит от того, какой мужик. 25%, лучше не скажешь 18%. Так что тут, вы видите, в мужском опросе другая тенденция. Да, это честно и правильно, 41%. Ну, в мужском лучше действительно сразу посмотреть, что он может дать, и не тратить на это потом много времени, чтобы потом не разочароваться в происходящем. Да. Значит, как показывает ситуация, пишут наши зрители, как показывает ситуация, в 50 лет не говорит про наличие здравого смысла. Это да, Это здесь 100%. абсолютно с вами согласна. Да, иногда приходит просто старость. Иногда приходит деменция, и там тоже Да, там происходит вообще совсем беда. другой секс. Да. Да, брата кинула жена и вышла замуж за чувака, которому 56, и по слухам уже и его кинул. Бывает, господи. Ну, это что ж- делать? это- Зато у нас с каждым разводом все богаче и богаче. Что, в чем проблема? Так, кто-то 50, вот так, сейчас выше подумаюсь, что там были. В школі всякі предмети, але немає головного предмета, як жити. Ну, Я вам скажу больше, в институте его тоже нет. да, и походу Его вообще нет. по жизни каждый отвечает Да. сам на этот животрепещущий вопрос. Мгм. Вот. Так, значит, про дефицитное общество я говорил, Таня сверху как бы писала, что добираем сексом то, чего не хватает. Ну, в принципе, все. Вот, мы как-то так быстро вот это раз. Так, а ну давайте, еще спрашивают, да, вот появилось еще. Секс намного древнее любви, культура человечества на каком-то этапе сблизила эти понятия, а сейчас стремительно секс и любовь отрываются друг от друга. Угу. Интересная мысль. Юрий по поводу, что может дать, давайте тогда опрос для женщин про размер имеет значение. Ну, давайте уже в следующий раз. Ну, размер имеет значение, это можно делать просто отдельным эфиром. Надеюсь, в следующем эфире к нам присоединится Оксана Седун, и мы сможем поговорить о размерах. Нет, размер не имеет значения. Значение имеют ваши навыки и, ну, короче, это тема для отдельного эфира. Можно говорить много Да. об этом. Как пишут зрители, значение имеет толщина кошелька. Толщина члена, для я бы кого-то- сказала. Ну, для если вы кого-то, любите да. трахаться кошельком, то да, почему нет? Ну что? Ну как прокомментировали? Да. Мы уже пришли к тому, что извращений нет, все норма. Людям нравится трахаться при помощи портмоне. Why not? Хорошо. Будем считать, что мы так разогрели перед следующим эфиром нашу аудиторию, потому что у нас будет очень интересный эфир. Докатилась, мы работаем на разогрев. Да, разогрели, да, как бы, знаешь, у нас будет польский бывший дипломат, журналист Витольд В Юраш. следующий раз возьмем эти штучки как в команде поддержки. значит, А зачем? да. Достаточно таких подач, и аудитория завелась уже, как бы. Вот. И тема будет «Обиженная Польша, обозленная Украина, токсичные тенденции отношений». Ух ты. Все, Про все про отношения. да, все про отношения, да. Украина, сука, токсик. Это именно тот журналист, который слил информацию по поводу скандала между Радославом Сикорским, главой МИД Польши, и Зеленским Зеленский. во время Ялтинского Ялтинского саммита, или как он там называется, который Пинчук проводит. Зеленский велся как истеричная Да. баба. И это очень интересный человек. Я посмотрел перед эфиром на польском там его интервью, которое он давал буквально недавно, 20 числа. Я думаю, это будет очень интересная беседа, поэтому не переключайтесь. Мы с Кадубиным там буквально через 5 минут начнем. Отлично, я буду смотреть уже запись. Да. Класс. Спасибо. Ну, у нас как-то быстро время пролетело. Елена Соловьева, Августина Яценя. Спасибо. В Спасибо. гости ведем еще не раз, Да, надеюсь. в описании к эфиру ссылка на канал Елены Соловьевой и страницу Августины Яценя в Facebook. Да. Пока-пока. Au Да, revoir. до свидания. До видения.